Дамы и господа, честнолюд, всем салют. Рад, что вы заглянули на канал Блог 360. Меня зовут Сергей. Я являюсь автором не только этого канала. Музыка, влоги. QR-код, можете подписаться, буду рад. Приветствую вас. По названию ролика и превью вы догадались, о чем пойдет речь, да. О территориях Украины и кто должен это решать. Кто займется этим вопросом. Или кто занимается этим вопросом. И мы послушаем одну блогершу, украинку. Она нам все расскажет, а мы это все разберем. Но перед этим давайте разберем пару комментариев, которые написали, накалякали мне из негатива. Да, если вы хотите, чтобы ваши комментарии попадали на YouTube, пишите хорошие комментарии. Ну ладно, не хорошие, но конструктивно пишите. Они же летят все в бан от YouTube. YouTube фильтрует их, да, и их никто читать не может. А я их не хочу просто читать, те, которые не фильтрованные комментарии. Так что будьте конструктивны и не злобны. И тогда прочитают ваши комментарии. А теперь давайте пробежимся по комментариям. Сейчас я пару штук включу вам. И мы посмотрим. Давайте вот начнем с одного человечка. Он пишет, он довольно много написал комментариев. Ну, провокатор. Он пытается провоцировать. Я недавно сделал небольшой ролик музыкальный. Кстати, вот буквально только выпустил его. Вот тут можете посмотреть ролик. И он что нам пишет. Я сначала почитаю по-русски. Вот по-русски. Ну, по-английски написал и по-русски. Вот вариант русского. Неужели только я понимаю, что это видео мошенничество? Где ты нашел мошенничество в этом видео? Ролик называется «Немцы, депортированные в Казахстан. Путь через холод и страдания к новому дому». Типа, да, это песня была. Вот, и вот также его можете увидеть по-английски, комментарии. Зовут его Виллиан Винчестер. О, видите, Винчестер, какое он себе прозвище сделал. Так вот, Виллиан Винчестер. Не надо меня, пожалуйста, провоцировать, да? Не надо. Иначе я в бан тебя закину. Я тебе правда говорю. Ты вроде бы пишешь конструктивно так же, да, все. Но когда-нибудь зацепит. И вот еще один комментарий. Это к другой песне. Да, я пишу песенки. Как бы не было это песенки. Что покушать конину? Это к ролику, который про Казахстан тоже. А тебе какая разница? Да, конину поесть. И это тоже. Это тоже. Но это, скажем, комментарии все были так еще, да. А вот давайте другого посмотрим. Или другую. Марианна Хесс. Я даже не знаю, как-то это Хесс. Ну, Хесс звучит вроде немецкое, но Хесс, не знаю я. Читаем. Большевик, знаешь ли ты свои корни и традиции своего народа? Ты тоже кастрюля. Баняк. Нет? Тебя это не интересует? Ты знаешь, как ты там, Мариана. Хотел сказать, какая. Меня это не интересует. Вот тебе это легче стало, да? Большевик. Большевик, да, я был пионером. Да, я был комсомольцем. И что теперь? Ну и что теперь? Нет, комсомольцем я не был. Я был октябренком, пионером. До комсомольца я не доучился. Вот. Знаешь ли ты корни традиции? Вот в отличие от меня, да, я знаю. У нас ведется Фамилиенбух с 1700 какого-то года. И я знаю не только народа, а я знаю именно моей фамилии, корни. В отличие от тебя, поверь мне, чтобы такие гадости писать. Так, дальше-то, ребятки, переходим. Так, что у нас тут? Ах, вот еще есть. Инга Попова. Ты стала знаменитостью. Упки. Как там варшавянка? Новороссийский. Опять утонула. Лапти голимые. Ну давайте, ответьте мне на комментарии. Ну вот смотри, я тут тебе ставлю вставочку, да. Я только что нашел информацию. Спутниковые снимки и разведанные показывают следы взрыва неподалеку от бля-бля. Короче, читайте сами, вот вам побольше. В общем, никто нигде не утонул. Все хорошо, прекрасно. Так что все хорошо, все будет хорошо, всех вылечат, не переживай, да. Так, и еще где-то я тут пару гадостей видал. А вот еще, давайте.
Тут мат уже пошел, мат. Кто бы пиздел? Вам, холопы, нужно знать только одно. Вы потомки рабов, все ваши предки были рабами. Не буду дальше читать. Надежда П5Т4. Ох, она себе прозвище выдумала. Прям почти как это секретный агент. Так вот, П5Т4, мягкий знак. Послушай. Ты знаешь, я тебе даже говорить ничего не буду. Ребят, вы напишите ей, пожалуйста. Вот по этому поводу комментарий. Ну просто, Цункоцен, да. На такие комментарии отвечать даже. Это люди пишут, те, которые сами это пережили, сами ими являются, и они пишут. Они по себе людей равняют. Все. Нет, не все, наверное. Вот, еще один последний комментарий, и мы перейдем к ролику. Смотрим. КГБшное говно. Умоетесь вы, суки, рашистские, еще кровью. Ага. Так, читаем сами, я не буду вслух это читать. Так, ну вот я тебе расскажу теперь. Узор QX4 TDD4 C9C, или как там это дальше все, в общем, идет. Какие себе они узоры, они даже боятся себе что-либо в хороший себе контент, не контент, а этот сделать. Ладно. Смотрите, товарищи, я раньше часто в Россию ездил, относительно часто, да. И я могу сравнить, как было раньше, как было до тех времен, когда я ездил, да. Да и сейчас я смотрю очень много ютуберов с России, с Украины смотрю, да, людей. Но с Украины как-то пропали, да, пропали, например, контенты по отпускам. Они же так хотели без виз. Почему никто в отпусках не снимают? Рыболовные, да, контенты. Я сам рыбалка, я очень часто снимал украинские контенты, да, именно про рыбалку. Ну, интересно мне, да, было, как люди рыбачат, на что рыбачат, где рыбачат, да. Нету, пропали они. А в России до сих пор выходят, показывают какие-то строительные контенты. Люди дома строят, огороды, бани, дачи перестраивают, да, и очень большие миллионники контента, и так же все продолжается. А на Украине почему-то нету. Ответьте мне, пожалуйста, почему нету? Я думаю, вот этот будет ответ на вот этот вот комментарий. А мы с вами теперь переходим к нашему ролику. Минуточку, мне его найти надо теперь тут. Нас ожидает референдум 11 декабря. Господин Зеленский сделал заявление о том, что вопросы касательно территории должен решать народ. И вот прямая речь. Я думаю, вопросы о территориях должен решать народ в формате выборов или референдума. Ну, я думаю, должен решать народ. Опять это мое сугубо личное мнение. То есть он пришел, нахуевертил, сделал полный беспредел в стране, а теперь за это должен отвечать народ? Как вы, согласны с ней? Один, значит, там навертел, а народ должен отвечать. То есть пришел, все просрал. А что ж тогда зараза такая не сказала в 2001 году? Уважаемый народ Украины, вот есть Минские договоренности. И, пожалуйста, если вы считаете, что нам следует их соблюдать, вот, пожалуйста, вот такой вариант. Если нет, нас будет ожидать война. И тогда, уважаемые граждане, которые живут в прифронтовых местах, городах, можете потихонечку эвакуироваться для того, чтобы сохранить ваши жизни. Кто хочет покинуть территорию Украины, пожалуйста, делайте это, потому что будет идти наступление, так как предупреждали нас союзники. А предупреждали же? Предупреждали. Америка, Европа, все говорили об этом. Но ты, зараза такая, не предложила это народу, да? А теперь, когда все просрал, жизни просрал людей, поразбивал семьи, все сделал из людей живой щит, ты теперь решил спросить у людей? А чего ж ты тогда не спрашивал народ Украины про недра земли, которые принадлежат украинскому народу? Что ж ты подписал все бумаженцы и отписал Великобритании, Америке, Европе все недра нашей земли, а украинцев оставил за голой сракой? Тебе почему-то референдум не нужен был, потому что там как? Ответственность на тебя не ложилась, да? Продать можно все. А здесь, когда нужно официально отказаться от территорий, то ты тут уже, ага, пусть лучше ответственность берет народ Украины. Так получается? То есть, когда идет вопрос личного вашего обогащения господина Зеленского и его команды, то тут референдум не нужен. Тут вы все сами прекрасно знаете, как и что, где подеребанить. А там, где идет ответственность, тут уже вы решили переложить ее на народ Украины. Как удобно с вашей стороны. Это ж надо быть такой хитромордой жопой. Я думаю, что за все ваши действия и вам даже этот сраный референдум не поможет. Вы все равно будете расплачиваться за все, что вы сделали, за все преступления перед своим народом. Всем пис, ребята. Ну вот, ребятки,
Мне очень теперь интересно ваше мнение. Права ли это девушка? Напишите, пожалуйста. Оставьте свои комментарии, как я уже сказал, конструктивные, относительно добрые или недобрые, но, по крайней мере, так, чтобы пропускал их YouTube. И будет многим почитать ваше мнение. Очень интересно будет многим почитать ваше мнение. Также не забываем подписываться на этот каналчик. Лайки, комментарии, танцы с бубном, ну еще что-нибудь. Любая движуха на канале — это хорошо. Так как мы несем добро, добро побеждает зло. Чем больше такие ролики увидят, тем больше будет у нас добра. Так, всем добра, удачи.